Друзья, ну что, выберем, что мы будем обозревать дальше. Вообще большая распаковка из Китая. Объясню почему. Потому что на самом деле на канал Технозон приходит огромнейшее количество разных девайсов. И зачастую китайцы высылают мне их бесплатно, потому что пытаются меня каким-то образом подкупить. Но все давным-давно знают, что мы не берем бесплатные образцы на обзоры. Мы их обязательно покупаем. При этом покупаем не в одном экземпляре. Сейчас я вам это покажу. Для чего мы их покупаем, вы уже, наверное, знаете, потому что мы у разных магазинов сравниваем качество продукции для того, чтобы потом могли сказать, что это да, это один и тот же момент, чтобы не получилось как с TV-боксом H96 Max X4 с подделкой, да, когда мы должны были удостовериться, что везде подделка. Так вот, это все уже распаковано, наш администратор, она их распаковывает, складывает на специальную полку для обзоров, но мы должны с вами сегодня выбрать, что мы будем обозревать. А обозревать очень много всего приехало, и что мы вообще откинем и не будем вообще тратить на это наше драгоценное время. Ведь вы тоже, бывает, сетуете на то, что вот, Bubble, ты что-то там обозреваешь, не то, что надо. Поэтому сегодня мы с вами откинем то, что нам не нужно. Пришло очень много. Вот видите, сколько коробочек разных, много. Вот еще, вот роутеры, вот еще поприходило. И вот есть то, что мы закупали, а есть то, что нам действительно очень много всего присылали, но мы обычно такое не обозреваем. С чего начнем? Начнем, наверное, с нашей любимой основной темы. Это ТВ-боксы, которые у нас кандидаты на обзор. Давайте мы это все рассортируем. Первое, что у нас, я вообще сразу могу сказать, что это кандидат на расстрел. Это X96 в виде ТВ-стика. Вот такая вот херня. Давайте я только чуть здесь приберусь, чтобы нам было сегодня поинтереснее с вами пообщаться. В общем-то, вот такая вот фигня, как написано 4К 60 FPS, 10 Android, но здесь внутри Allwinner H313. Это вот полное вранье, что он поддерживает 4К 60 FPS. Я вам серьезно говорю. Allwinner H313 этого даже не способен сделать. Давайте вскрываем. Вскрываем. Так, сам по себе стик на Allwinner, вообще даже сочетание такое страшно придумать. Вообще он тяжелый, очень много таких вот отверстий, знаете, как их, вентиляционных. И если он, в принципе, будет работать, то для IPTV он потянет. Я вам серьезно говорю. Бывает такое, что самый дешевый стик, и вот тупо для IPTV он, в принципе, может работать. Слушайте, ну я вам сейчас советую еще, пока я распаковываю это все, подписаться на наш канал, нажать колокольчик, потому что на момент съемки этого видео у нас разыгрывается Sony PlayStation 5. Ну, конечно, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры вот этого всего действия. Так что давайте подписываемся, а мы поехали дальше. Слушайте, ну стик интересен, вообще не понимаю, зачем здесь microSD карта. Стик вообще интересен, потому что у него есть еще USB, в отличие от того же Xiaomi Mi TV стика. В комплекте у нас какой-то бомжатский пульт. Ну, я вам скажу так, что я его, даже не буду спрашивать мнение, я его отправляю на обзор. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Стик может быть интересен. Стик мы откладываем на обзор. Следующее. X88 Pro Mini. Могу сказать сразу, что я его отправлю на обзор, потому что знаете, что это такое? Это TV-бокс микроформата, абсолютно микроформата на AMLogic S905X3. То есть это то, чего не хватает нам после того, как были распроданы Belink GT1 Mini. Очень многие просят именно микроформат, которого давным-давно нет. Здесь у нас 4х32, 905X3, 100 мегабитная сеть. Ну, в принципе, достаточно стандартная конфигурация. Единственное, чего здесь нет, SPDIF, вообще ни в каком варианте. Но мы его тоже отправляем на обзор, потому что интересно посмотреть. Ну, действительно интересно. Цена у него крайне низкая. Кстати, слушайте, ведь я ссылочки на все это размещу под видео, чтобы вы понимали, о чем идет речь, и ждали эти обзоры у нас на канале. Так, следующее. Ой, елки-палки. H96 Mini V8. Та-дам! Camry 3.5. Знаете, в ТикТоке такая фишка есть. Здесь тоже V8. Не знаю, почему у меня Camry 3.5 ассоциация. Короче, это у нас очередное обновление H96 Mini. Даже не представляю, на каком процессоре. На Rockchip 3328. Твою ж налево, а? Какой страшный ТВ-бокс.
на рок-чипе. Вообще я могу сказать, что это кандидат на расстрел. Сразу говорю, это кандидат на расстрел. Вот серьезно, вот посмотрите, какой он красивый, как в него будет пуля красиво попадать. Тоже откладываю на обзор, потому что ТВ-боксы обычно все на обзор у нас идут. А здесь прям кандидат, да еще и расстрельный. Ой, какая коробочка интересная. Ай, боже. Неужели еще один кандидат на расстрел? Знаете, что это такое? Это X96Q Pro. То есть был X96Q, X96Q Max, а это X96Q Pro. То есть они уже, знаете, издеваются над трупом как могут. А вот, боже мой, у меня слов не хватает. Дизайн уровень бог. Смотрите, какие здесь идиотские выступы. Вообще непонятно для чего. То есть это бред какой-то. Смотрите. То есть это реально вот эти вот острые края, острые выступы. USB 2.0 2 штуки. Ethernet, SPDIF. Сама по себе коробка классная. Вот чего классная, так это коробка. Но он легкий, как кусок фольги. Я думаю, что там вообще нету никакого охлаждения. Так, однозначно на обзор. Давайте мы доберемся до того, что мы откинем с обзора. Убираем это на обзор. Аня потом уберет. О, приехала 2 X96 mini, которые мы заказывали дополнительно. У нас там лежит один купить. Валяются. В принципе, ждем развития. Если на него выйдет Android TV нормальная прошивка, обозревать тут уже нечего. Мы делали обзор. Вообще, знаете, чем интересен бокс? В нем Logic S905W4 процессор. Но здесь тоже, я вам скажу, необходимо проводить расследование, хотя мы его уже проводили. И у нас есть вопросы по этому процессору. Почему? Потому что маркировка на нем S905W4 оригинальная. То есть какие-то инструкции в нем новые есть, архитектура более новая, но у него все тот же бьется серийник, как у S905W старого. И вот мы с создателем Core Lake как бы обсуждали, они говорят, вот мы на 99% уверены, что это подделка проца, то есть под старый проц, но вот есть момент того, что он очень похож на оригинальный. То есть пока что мы на ней просто наблюдаем, за ней. Для IPTV она и так пойдет. То есть IPTV, какие-то моменты, там, посмотреть какой-то ютубчик Full HD, она достаточно неплоха за ее бюджет. Так что, хотите, я вам продам, напишите мне в телеге, в моей группе Telegram, есть в описании под видео ссылка. Так, это уходит у нас на обзоры, уже не идет, потому что мы, скажем так, это обозревали. О, вот это китайцы любят мне присылать. OBD 2 сканер. Зачем? Ну, в принципе, интересная тема. Power OBD Check, Bluetooth, Real-Time Information. Чем он отличается от EML 237, я не знаю. Вот если мне его прислали мне бесплатно. Говорю сразу, если вы в комментах мне напишите, что нужен обзор именно на этот OBD 2 сканер, я обязательно сделаю на него обзор. А знаете, я могу его даже объединить. Я сейчас найду свой смартфон. Так, смотрите, у меня дело в том, что есть еще один сканер, который я использую со своим Volkswagen. Называется он Autel, и модель какая-то новая AP, модифицированная AP200, но там я почему не выпустил обзор, потому что этот Autel сейчас невозможно использовать с XDiag для того, чтобы использовать бесплатно машины. Там для диагностики каждой машины нужно покупать профиль, который стоит 19,99. Я как бы купил себе на Volkswagen и использую. Его можно, в принципе, посмотреть в разрезе с этим и как бы сделать такой автомобильный обзор, но тут я полагаюсь на ваше желание такого обзора. То есть я как бы не намерен на это делать обзор, но если, допустим, кто-то напишет коммент, я там хочу обзор на это, и он наберет достаточно этот коммент много лайков, пролайкайте этот коммент, то я скажу, ну да, мы сделаем. То есть как-то так. Следующее, часики. Blue Lori. Это мне прислали часы Blue Lori. А знаете, что такое Blue Lori? Это, по-моему, тоже подразделение Xiaomi. Не знаю, я тоже не планировал обзор на часы. Симпатичный фит-трекер с датчиком у нас сердцебиения, есть зарядочка, короче, там у нас внутри зарядка есть, по-моему. Да, есть зарядка, такой кабель магнитный. Не знаю, насколько будут такие часы интересны. Если да, сделаем. Если нет, то я вот даже не хочу на своем канале заморачиваться с этой чепухой. Потому что часы, бывает просят, бывает мы делаем, людям даже нравится. А вот это вот вообще для меня
знаете, такое самая непонятная штука, это знаете что? Это инфракрасный дезинфектор для мобильного телефона. Автомобиль, такой джекпот. Короче, включается эта штука, работает она на таймере, у нее вот такой вот отсек для смарта. То есть вы приходите домой, ну эта тема родилась, когда COVID-19 начал набирать обороты. То есть вы пришли домой, открыли, положили смартфон, закрыли, нажали стерилизация. Так, стерилизация нажали, и он там, короче, под инфракрасными лучами начинает обрабатываться, короче, грубо говоря, начинает обрабатываться инфракрасными лучами. Обработался, он пахнет приятно. Слушайте, китайская штука приятно пахнет, я удивлен. Есть еще тут функция ароматерапия, но я не намерен делать обзор на это. Вот серьезно вам говорю. Если вы хотите, я могу, конечно, но, блин, ну, в рамках того, что это просто, вот знаете, вот какой обзор? То есть ты достал эту штуку, поставил, включил, поставил смартфон, нажал стерилизовать, он прошло там 5 минут, оно выключилось, ты достал смартфон. Я вообще считаю, что это излишняя хрень. Вот серьезно вам говорю, я считаю, что это излишняя хрень. Ссылочка на такую штуку, конечно же, будет лежать в описании под видео, но я не хочу делать обзор. Я не хочу делать обзор на это. Это бесплатный образец, может быть, даже разыграем. Не знаю, неинтересно. Так, что еще есть? О, вот такой вот 18-ваттный PD с быстрой зарядкой, Powerbank Bezos. Bezos называют по-разному. На сколько? На 10 тысяч миллиампер. Ну, насколько он на 10 тысяч непонятно, мы, конечно, можем проверить. Вообще, ребят, интересна вам такая тема, вот эти вот зарядники? Ну это при 3,7 вольт, 37 ватт. Вообще реальная емкость 5800. Давайте вскроем. Это мне тоже прислали, кстати, я вам скажу, я не покупал это. Поэтому решать вам, обозревать на моем канале это или нет. Когда я покупаю, я как бы никого не спрашиваю, я делаю обзоры. А это, наверное, очень правильная традиция. Если мне что-то присылают бесплатно, то почему бы и нет? Если моим зрителям будет интересно, почему бы не выпустить такой обзор? Я должен, наверное, коммуницировать со своими подписчиками, если хочу, чтобы они были ко мне лояльны. Слушайте, он тяжелый, прикольный. У него есть еще и беспроводная зарядка. Есть вот такая вот штука, знаете, что это за штука? То вот так вот можно поставить смарт и смотреть. Вот так вот, такая штукенция. Интересно. У него тут написано, что есть быстрая зарядка. Написано, что есть быстрая зарядка, как бы. Даже процент заряда показывает. Не знаю, тоже. На ваше усмотрение, мои дорогие подписчики, зрители канала. Это тоже захотите, обязательно будет обзор. Именно мы проведем все тесты, у нас есть нагрузки, есть измерители, тестеры. Короче, что это такое? Что это такое? Не, это на потом какая-то фигня. Так, диск External Case. Это я заказывал за свои деньги. Однозначно буду на обзор. Почему? Потому что очень много у меня спрашивают таких моментов. Знаете для чего? Для ТВ-боксов. Люди хотят на ТВ-боксах использовать жесткие диски и хотят хорошие кейсы. Это вот кейс под 3,5. Он металлический, именно заказывал металл. Почему? Потому что зачастую при активном использовании необходимо какое-то нормальное охлаждение. Так, у нас там просто есть, не знаю, насколько будет видно, давайте я словлю так. Вот, словлю. Он интерфейс SATA, он на USB 3.0. Достаточно нормальная штукенция, то есть все разборное. Здесь вот есть салазки у нас вытаскиваемые. То есть мы вытащили салазки. Слушайте, классная штука, мы можем ее даже не обозревать, вот мы ее уже обозрели. Да? Вытащили салазки, вставили жесткий диск, прикрутили, есть отверточка, крепежные элементы. Слушайте, классная штука. Вообще могу обозреть. Вот классная штука, действительно классная, мы ее оставляем, будем обозревать. Я думаю, что это... Тоже ссылочка в описании под видео. Мне ее, откровенно говоря, советовали. Я вот ее выбрал по совету своих подписчиков. Там есть еще блок питания в комплекте. И он потом весь собирается, весь закручивается винтами. И есть еще блок питания. Классная штука. На самом деле люблю внешние кейсы. Я, правда, использую NAS сервер. Так. Это кто-то мне прислал. eSports Game Mouse. Когда мне китайцы говорят, что игровая какая-то мышь, я начинаю дико ржать. Она матовая.
Слушайте, она выглядит даже отвратно. Отвратно выглядит, она вся хрустит. Она вся хрустит. Не знаю. Она на донгле. А как его достать, этот донгл? Так, донгл вывалился. Она на донгле. Не знаю, вот знаете, у китайцев вообще такое понятие. Что они думают, почему они думают, что она игровая? Сколько у нее DPI? Ведь главное в игровой мыши это DPI и минимальный input lag. Но input lag у нас больше зависит от устройства, от самого компа. Ну, читаем. Если кто-то может это прочитать, то, пожалуйста, милости просим. Я попробую найти, конечно, на нее характеристики. Обозревать я это точно не буду. Ссылка. А здесь даже кнопка переключения DPI есть, поняли? Есть такая мощное мощное кольцо такое. Да ты шо? Ездит, по крайней мере, прикольно, слушайте. Прикольно ездит. Но, знаете, что вообще хреново в такой мыши? У нее кнопки почти не клацают, и ты не ощущаешь вот отсечения, допустим, для игры. Не знаю, куча каких-то кнопок левых. Бред. Бред. Эта фигня никогда на обзор не пойдет. Дальше. Ugreen прислали наушники. Mozen Music. Знаете, что это ТВС наушники? Ну, кстати, какие прикольные, слушайте. Смотрите, какие. А что за модель? HiTune T1. Кстати, серия HiTune у них это достаточно неплохие наушники. Это достаточно неплохие наушники. Если вам интересны такие наушники, они действительно HiTune у них, они обычно с aptX. Это обычно, конечно. Что тут у них есть aptX? Они заявляются, не заявляются. Вообще какое-то молчание ягнят. Так, Bluetooth 5. aptX нет. aptX нет, есть Bluetooth 5 из профилей HSP, HFP, AVRCP, A2DP. И кодеки AAC и SBC. Все, больше ничего нет, короче, ну такое. На USB-C, в принципе, можно послушать, попробовать, там Аня попляшет в них, попрыгает, если хотите, тоже можем организовать. Но вообще наушники мы можем сборную солянку сделать. Почему? Потому что я вижу, что здесь есть еще вот такие вот спортивные наушники. Это наушники S1. Давайте посмотрим их. Это вот такие вот наушники. Классная тема. Это тоже Bluetooth штуки. Ой, как сопли вот эти вот держатели. Не знаю, что они могут зафиксировать, я, честно говоря, не понимаю. А хотя, слушайте, в край удобно они сидят, очень красиво. Мне прям очень нравится. Не знаю, действительно, вот хорошая идея сделать сборную солянку из наушников. Такой вот, знаете, там наушники для спорта, наушники там для черт пойми чего. Есть еще одни какие-то ТВС наушнички. Давайте их вскроем. Вот эти двое я, кстати, покупал сам. Ugreen прислали. Это они мне, знаете, как на Новый год подарок прислали. Слушайте, вообще Ugreen это та компания, которая, тех, кто обозревает их продукцию, даже когда покупаю, я там, допустим, честно что-то говорю, они поздравляют с Новым годом. Они мне прислали такой набор классный, китайский, письменный. Вообще обожаю такие штуки. Ну, я, правда, не пишу ничего руками, ну ладно. А вот эта штука выглядит очень дешево. Туда что-то прислали непонятное. Выглядит эта штука дешево. Хотя, слушайте, ну форму имеет приятную. Не знаю, насколько это интересно. Что это такое? Такой себе no name. Я даже интересно, не знаю, сколько он стоит. Ну, я такой не хочу обозревать, серьезно. No name я вообще сразу хочу откинуть. О, знаете, что мне Ugreen прислал еще? Это было с наушниками. Вот эта штука классная. Хотя обозревать нечего. Но вот сейчас у нас с вами получается такой вот мини-обзор. Это охренительная подставка под смарт. Я вам говорю, эта штука незаменимая. Она, во-первых, тяжелая, она металлическая, она может быть использована вот таким образом. Вот таким образом. И здесь поставить зарядку. Вы видели? Да? То есть вы можете здесь регулировать ее наклон, вы можете регулировать ее высоту. То есть таким вот образом. И она никогда не упадет, потому что она, мать его, металлическая. При этом у нее такая, знаете, жесткая структура. Блин, она классная. Она классная. Вот металл вот этот шероховатый, холодный металл. Как его тут? Ага, вот так вот.
Вот холодный шероховатый металл. Я ссылку обязательно размещу в описании под видео именно под эту штуку, потому что... Ой, наклонил ее сильно. Потому что штука просто невероятная. Я ей пользовался уже на обзорах на некоторых. Я ТВ-бокс так ставил и пролеты делал, снимал. Так, вот это все отправляется у нас в зрительный зал. Почему? Потому что будете сами решать, что обозревать. Давайте, говорите мне, будем записывать. Так... Wi-Fi HD, камера заднего вида. Боже мой, какая хрень. Я вам сразу говорю, это такая херня, вот по-другому у меня слов нету. Знаете, что такое? Это камера заднего вида. Но реализация этой камеры жуткое говно. Почему? Потому что она работает на смартфон. Во-первых, она пришла без одного винта. То есть, ну ладно, это не проблема ее сделать. Во-вторых, ее надо прикрепить к автомобилю сзади. И она работает, она раздает Wi-Fi на смартфон. То есть каждый раз, когда вам надо сдать назад, вы должны подключиться к Wi-Fi этой камеры и через Wi-Fi на смартфоне посмотреть, что сзади. Это бред. Бред сивой кобылы. Я даже не хочу на этом останавливаться и заморачиваться. Это такая хрень несусветная. Вообще все, убираем ее. Не хочу это обозревать. Хотя я тоже полагаюсь на вас. Так, у нас тут еще пару вещей есть, но пошли по роутерам пройдемся. Какой-то Wi-Fi 6 роутер, покупал его за свои деньги. Liguang AX1800 Wi-Fi 6. Поддерживает Wi-Fi 6, MU-MIMO, OFDMA, beamforming, IPv6. Короче, тут все на китайском языке. Я представляю, что там у нас за админка будет. Мама родная. Так, 1000 мегабитный порт, 5 ГГц, ну короче, такое WPA 2. И здесь, знаете, перечислены смартфоны, которые поддерживают Wi-Fi 6. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, P40, P40 Plus, это про Huawei они. Oppo, Galaxy, а OnePlus не указали. Ну, сволочи, ну что вы за китайцы, люди? Любимый мой OnePlus, смартфон, который Wi-Fi 6 тягает уже хрен знает сколько. Вы так обгадили, не написали. Обиделся я на вас. Ну, обзор его будет однозначно. Слушайте, я не думал, что он такой большой. Материалы Бомж Edition, я вам серьезно говорю, мама родная. Вы знаете, как дешевые китайские кроссовки, когда на стыке сварки остаются вот эти вот, знаете, кусочки резины. Здесь вот кусочки пластика на стыке, они прям вот разваливаются. 4 порта, USB 3 есть. А вот это интересно. А вот это интересно. Wi-Fi 6 USB 3, вот это было бы действительно круто. Вот потому что если он вдруг, конечно, невероятным образом китайский роутер будет поддерживать самбу, то в принципе за те деньги, которые он стоит, а я его купил очень дешево, он стоит на Алиэкспрессе действительно дешево, то в принципе мы, может быть, получим что-то хорошее. А вот это ждут многие. Вот это ждут многие. Вы знаете, что этот AX6000 от Xiaomi поддерживает 2,5 гигабитный порт. И что самое интересное, мы сейчас ведем переговоры с одним провайдером, мы хотим в студию 10 гигабит. Это сумасшедший проект, это пипец какой дорогой проект. Но я хочу протестировать роутеры, я хочу взять, у меня был уже на тестах AX11000 от Asus, и я хочу заново его протестировать на 10 гигабитах. У него тоже порт 2,5 гигабит. Хотите, я сейчас открою его? Блин, вот прям хочется. Потом мы, конечно, сделаем отдельный обзор, распаковку. У меня есть AX3600, сейчас у меня есть уже AX6000. Мы потом попробуем, как они работают в Mesh. Это будет невероятно, я вам серьезно говорю. Что-то такое запилим. Вау. Красавчик, ребята, какой он красавчик. Смотрите. Видели? Крутая штука. Давай, вылазь. По размерам он такой же стандартный. Слушайте, порт 2,5. 2,5 VLAN, а вот порты LAN гигабитные. Но мы-то здесь ориентируемся на Wi-Fi 6E, который здесь уже поддерживается. Слушайте, это будет мега обзор. Ждите. Быстро не обещаю, потому что мы обязательно должны сделать максимально. Мы должны его протестировать на максимальной скорости. Это суперовый роутер. Я его убираю. Однозначно идет на обзоры. Блин, его уже, у меня тут уже под столом столько всего, что ставить некуда. Еще пару вещей, которые, откровенно говоря, обозревать не хотел бы. Это у нас автомобильная тема. Это видеорегистратор на 2 камеры.
очень сильно похож на Xiaomi 70 Mai. Знаете, я делал обзор когда-то 70 Mai Dashcam. Серьезно. То есть такая вот хренька. Зарядка у нас есть. На один, попадало у меня все. Неважно. На один USB, очень плохо, что на один USB. И не знаю, насколько он хорош. Я карточку уже вставил, я смотрел, у него была карточка в комплекте. Ну вот, ну честно, была даже на... Сколько? На 16 гигов SanDisk. Не знаю, насколько это интересно будет вам на моем канале, но если интересна вот такая вот хрень на 2 камеры, то обязательно сделаю, в принципе, может быть. Но вот чего я точно не хочу делать, это... Мне стало интересно, что будет, если купить самый дешевый видеорегистратор, вообще там, по-моему, за $20. Он пришел мне вот тупо вот так вот камера, флешка в пакетике, записывает он голос, я флешку уже вставил, и все, вот он подключается с USB вот такой вот херней на тремовской пленке. Все, вот, то есть тупо его прилепили к окну, он круглый, HD DVR написано, как-то можно его прилепить либо на панель, либо так. Ну, короче, такое. Честно, не знаю, там качество будет, наверное, трешак. Вы меня опять зафукаете, я не хочу в это влазить. Ну и последнее, что у меня лежит, это Ugreen Bluetooth трансмиттер ресивер на Qualcomm aptX HD. Знаете, для чего Qualcomm aptX HD? Чтобы задержек нормальных не было. Нет, чтобы задержек не было при просмотре фильмов. Короче, не знаю, такая штука, вообще ее давно не выпускают. Она ко мне только пришла, она ко мне ехала почти год. Я ее заказал когда-то в Китае, ее потеряли посылку, потом начался карантин, потом черт знает что, ее тогда выпускали. Это было почти год, я ее в марте прошлого года заказывал, а сейчас ее уже нет в продаже. Но если хотите, я сделаю обзор и приложу просто-напросто аналоги. Но это как вариант. Это Bluetooth трансмиттер для TV-бокса. Вы можете сюда завести, допустим, SPDIF, если у TV-бокса нет SPDIF, или раздать на Bluetooth наушники полноценные с aptX. То есть, допустим, выводить сюда нормальный звук через SPDIF, а через Bluetooth наушники вы с aptX получаете хорошее качество звука. То есть это как вариант. И такие варианты есть, допустим, на той же платформе. Ugreen выпускает до сих пор что-то достаточно достойное. Поэтому, если вам интересно, я это обязательно сделаю. Ребят, я жду ваших комментариев, очень много комментариев. Что будем обозревать, что из этого выбираем, что приоритетней, что вы вообще думаете. Ссылки в описании под видео. Ну, а если нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Бабл. И вот эта вот гора всего на канале Технозон. Пока.